Сегодня мы переезжаем. Нам помогает синагога. Раввин и сообщество синагоги. Они арендовали вот этот дом, в котором мы сейчас находимся, на несколько месяцев. Взяли его в аренду. Сказали, что у нас через месяц должна родить Аня. For my entire life, I've heard the words reverberating, never again, never again, never again. And meanwhile, it's happened over and over and over in my lifetime, from Rwanda to Serbia to now. And we can't say never again and say, but I'm very busy, or I don't have enough space. Факт первый, что я до сих пор не могу поверить, что я в Америке. Раньше я мечтала об этом, раньше. Потом это все закончилось, вышла замуж, забеременела, мне все это уже давно не надо было ничего, я не думала ни про какую Америку. Я как бы не собиралась здесь рожать, у меня был там свой доктор, Я уже там стала на учет, у меня там был свой гинеколог, я там себе уже надумала тоже врача, у которого буду рожать, уже там общалась. I got introduced to the idea of taking care of Anna through a colleague of mine who was involved with her local rabbi. And for me, I was very much motivated to do that because of our family history. My wife's grandfather was killed in Auschwitz, and I felt a connection to the Ukrainian cause. And I thought that this would be one role that I could play to help Ukrainians survive. Looks good. Я, конечно, скучаю за своим мужем. Мы каждый день с ним переписываемся, общаемся, и время от времени я представляю встречу с ним. Все фотографии 3D моего второго ребенка, я их всех храню, и я часто на них смотрю. И я действительно думаю, что второй ребенок реально будет похож на папу. I like the smile. Happy. The baby's happy too. That's one picture. Thank you so much. And I'll give you a color picture of that too. Let's see. Мы не были готовы к войне, как к безопасной месте, потому что мы смотрели новости, что бомбят разные города Украины. Мы поняли, что везде может быть опасно, и нужно выехать за границу Украины. На тот момент я была на 7-м месяце беременности. Когда мы доехали до границы Украины, мы поняли, что не всех пускают, и мой муж и мой брат старший, они не могут пересечь границу, потому что они призывного возраста. Мой Шурин выходил из машины, и я выходил из машины, и я посмотрел просто на свою жену. Мы с ней так попрощались, обнялись, попрощались, и поцеловал сына, сказал, что все будет хорошо, чтобы она держалась с семьей. Мы переглянулись с ней и поняли, что неизвестно, когда мы увидимся. И я чувствовал, что нужно сейчас это сделать, и другого выбора у меня нету. Я хотел, чтобы моя жена была в безопасности. Я знал, что безопаснее будет вне Украины. Меня выпустили за границу, потому что по нашим правилам сейчас, во время войны в Украине, мужчинам, у которых отцам семейства, у которых 3 и больше детей, разрешается взять своих детей и вместе с ними выехать за границу. Я услышал новости, что США может принять беженцев из Украины. Almost 8 million Ukrainians are internally displaced, and then another 6 million left Ukraine, so they're outside of Ukraine. It's together almost 14 million people, a third of the country. Most people in Ukraine traveled to the neighboring countries, and that was very good for them because it's not far from Ukraine. Many people still hope to return one day, but some don't have relatives in Poland or Hungary, so people are trying to make it to the United States. This family made their way to Brussels, and when they were in Brussels, they came across a woman whose husband works for NATO. This woman happens to be best friends
with my sister-in-law, my wife's sister. She cobbled money together to get them to America through Mexico, and they had already been in about 8 countries. What we did here in this home was the amazing work of a village of our synagogue. There's about 10 different people who stood up and said, I'll take 1 month's rent. And then we had a whole nother group of about 45 families that said, let us show them our country. Let us show them New York. So one family took them to the Empire State Building. One family took them to the Statue of Liberty. All of these things because they all said never again means something, and we all did it together. I sent many pictures to my husband. Pictures and videos, and he really loved all of them. He's so happy about newborn child, newborn daughter in this. Когда я видел эти фото, я мысленно представлял, что держу ее в руках, мысленно представлял на то, каких она размеров, радость, счастье и, конечно же, сожаление, что я не рядом, что не поддерживаю, что не могу поддержать физической поддержкой и помощью. Надеюсь с ними увидеться. То есть моя первая надежда — увидеться с ними и чтобы закончилась война. Это моя главная надежда. Также я, конечно же, надеюсь на победу, например. И даже не пришлось к ним лететь, и они вернулись назад, и мы начали бы отстраивать нашу страну, отстраивать, налаживать. For those people who crossed the border from Mexico to the US, they were given up to a year of stay. We don't know what will happen in a year. Will there be some program that would allow people to stay permanently? Will the US government, decide that people should return back to Ukraine? If it's safe, we don't know. Unfortunately, it's a challenge, but at least we're trying to help families to ease into this American way of life with very limited protections in place that they have. И мы вообще рады Америке и тому, что мы здесь. Но хотелось бы это все при других обстоятельствах.